10 марта 1972 года на Минском радиозаводе в футлярном цехе произошел взрыв, который унес более 100 жизней, и более 300 человек получили ранения. Эта катастрофа была самой масштабной на территории Белоруссии после Второй мировой войны, как по количеству пострадавших, так и по масштабам разрушений. Завод открылся в январе 1972 года. Он стал филиалом более крупного Минского радиозавода «Горизонт». 10 марта 1972 года в производственный цех Минского радиозавода во вторую смену вышли работать 700 человек. Работники, как обычно, полировали корпуса для телевизоров и радиоприемников. В 19 часов начался обеденный перерыв, и большинство пошли в столовую, которая находилась в соседнем здании. В 19 часов 30 минут в цехе прогремел взрыв. Сила взрыва была такова, что двухэтажное здание полностью превратилось в руины. Взрыв был слышен в нескольких километрах от места трагедии. Пожар был минимальный. Огонь загорелся лишь в вентиляционных шахтах, и горели отходы производства, скопившиеся в цеху. В течение первых 10 минут до приезда спасателей местные жители и люди, случайно оказавшиеся недалеко от места трагедии, проникали на территорию завода и оказывали посильную помощь пострадавшим. Позже, силами милиции и армии, место трагедии было оцеплено. Первые прибывшие пожарные расчеты начали заливать руины водой, хотя открытого огня не было. Зато был 15-градусный мороз. Люди под завалами примерзали к металлическим конструкциям. Чтобы их достать, приходилось срезать одежду и волосы. Спасательная операция осложнялась тем, что у спасателей не было достаточной техники, чтобы разбирать образовавшиеся завалы. Многие люди погибали от переохлаждения, а также от полученных травм, не дождавшись помощи. Краны по разбору завалов появились на месте трагедии лишь к утру следующего дня, но и они были недостаточно мощными. Массивные обломки часто срывались снова, придавливая продолжавших оставаться под завалами пострадавших. На месте трагедии были извлечены 84 погибших, еще 22 человека скончались в больницах. Всего жертвами трагедии стали 106 человек. Спасательная операция длилась 3 суток. О данном происшествии особо не распространялись. Советские газеты посвятили ему несколько строк. Сразу после трагедии было несколько версий случившегося. Здание цеха корпусов проектировал Ленинградский государственный проектный институт номер 4 на основе проекта цеха для текстильного производства, так как по нормам пожарной безопасности этот проект полностью удовлетворял нормам техническому зданию. Система вентиляции подавала пыльный воздух в подвал, где стояли фильтры, собирающие пыль от шлифовки корпусов. Завод перед взрывом перешел на использование нового полиэфирного лака из Австрии. Исследование показало, что 5 граммов пыли от шлифовки этого лака на кубометр воздуха достаточно для возникновения взрыва. Проектировщики закладывали в расчеты проекта цеха взрывоопасную концентрацию 65 грамм на кубометр воздуха. Такие были характеристики у старого лака. Цех строился авральными темпами и запустили в эксплуатацию с целым списком неудовлетворенных замечаний приемочной комиссии. В плане производства не было резерва времени на устранение замечаний. Отложить запуск цеха директор не мог, так как это грозило срывом планов выпуска продукции. Завод имел пожароопасную, а не взрывоопасную категорию, что также снижало нормы безопасности, предъявляемые к производству. 4 апреля 1972 года катастрофу на радиозаводе рассматривали на заседании Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, а также по итогам следствия официально причиной катастрофы было признано безответственное отношение руководящих лиц при приеме и эксплуатации вентиляционных систем. Были также выявлены случаи, когда работники предприятия до трагедии сообщали руководству о сильной запыленности цехов. Но к этим жалобам руководство относилось формально. По мнению Николая Хомева, который в то время был руководителем радиозавода, официальная версия абсолютно ложная, так как цех был построен всего за несколько месяцев до трагедии, и в вентиляционных шахтах никак не могла годами копиться необходимая для взрыва пыль. Кроме того, на предприятии, которое фактически выполняло план для военных предприятий, никак не мог быть построен цех для текстильного производства с соответствующими нормами безопасности.
Виновными в произошедшем были признаны ряд должностных лиц как из самого радиозавода, так и в отношении должностных лиц Ленинградского государственного проектного института, в котором разрабатывали проект здания, в том числе и вентиляционной системы. Среди осужденных был начальник филиала номер 1 Николай Хомев. Из полученных 2 лет тюрьмы он отбыл полгода. К ответственности также были привлечены директор завода и главный инженер. Строгим выговором и увольнением были подвергнуты начальник парткома предприятия и секретарь парткома, первый секретарь Центрального райкома КПБ и второй секретарь Минского горкома КПБ, а также министр радиопромышленности СССР получили строгий выговор. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.